Здравствуйте, дорогие любители вязания! Предлагаю вам сегодня связать вот такой сетчатый узор с большими дырками-треугольниками. Смотрите, какой он интересный, и посмотрите, как он хорошо смотрится на изнанке. Вполне можно считать его двухсторонним узором, что очень ценно для вязания различных палантинов, шарфов. А этим узором связан вот такой интересный жакет из итальянского журнала Фато Амано. Узор совершенно несложный, но вот посмотрите, к сожалению, я не нашла более четкого изображения, и на фото не совсем понятно, какие петли вывязаны, лицевые или изнаночные. Вот схема этого узора. По схеме, если читать ее как азиатские схемы, то есть если все ряды лицевые, то получается, что треугольники из изнаночных петель и уже лицевые вот перекрещивания, верхушки треугольников, лицевые петли. Если считать, что эта схема для поворотного вязания, а судя по цифрам слева, так оно и есть, то получается, что треугольники связаны платочной вязкой. Вот первый ряд изнаночный, второй ряд тоже изнаночный, то есть получается платочная вязка и тоже уже лицевые верхушки у треугольника. Вот давайте я вот так вот положу. Я связала маленький образец, ну, я его распустила, он совсем был маленький, и как-то, в общем, распустила так, как на схеме обозначено. То есть на изнанке поворачиваем и вяжем точно по схеме. Мне не понравилось. Ну вот не понравилось. И я решила эту схему уже читать как азиатскую, то есть все ряды как лицевые. То есть и первый ряд мы вяжем изнаночными, а во втором ряду поворачиваем работу и уже петли читаем наоборот, как в японских схемах. Если изнаночная петля, мы читаем ее лицевой петлей, и лицевую петлю мы читаем изнаночной. И у меня получился вот такой узор. Мне он понравился больше. Если вам интересно, вы попробуйте связать образец и так, и так. Ну, а я вам сейчас покажу, как вязала я. То есть схему мы читаем, лицевые ряды читаем схему справа налево и читаем ее условное обозначение, как на схеме нарисованы, а изнаночные ряды мы читаем слева направо. То есть эта схема тогда будет подходить для кругового вязания. Ну и вот кратко о схеме. Раппорт составляет 6 петель всего. И плюс мы набираем 6 петель для симметрии узора. Если вяжем по кругу, то петли для симметрии узора мы не набираем. Мы набираем только количество петель в раппортах. Ну а при поворотном вязании мы вяжем одну петлю до раппорта, затем нужное количество раппортов по 6 петель и в конце ряда уже 5 петель после раппорта. Ну, давайте начнем. Наверное, я сказала все, что хотела. Мы с вами свяжем 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Набираем на спице 20 петель вместе с кромочными. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. После кромочной провязываем одну петлю. Это петля для симметрии узора. Одна изнаночная. Одну изнаночную провязали. Далее вяжем раппорт. 1 изнаночная, 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Можно поменять местами. Первую петлю оставляем перед работой, провязываем лицевую петлю и провязываем лицевой петлю, оставленную перед работой. Далее 3 изнаночных. Мы провязали петли раппорта.
Далее вяжем еще один раппорт. 1 изнаночная, 2 петельки перекрещиваем в левую сторону. Можно еще просто провязать сначала лицевой вторую петлю, не снимая петель со спицы, затем снимаем петли со спицы и лицевой провязываем первую петлю. То же самое получается. 3 изнаночных. Это мы провязали второй раппорт. И вяжем 5 петель после раппорта, петли для симметрии. 1 изнаночная, 2 петельки перекрещиваем в левую сторону. Сначала провязываем вторую петлю за первой лицевой петлей, затем провязываем лицевой первую петлю. И 2 изнаночных у нас будет в конце ряда. В дальнейшем я не буду вам говорить петли до раппорта, петли после раппорта. Мы вяжем 1 петлю в лицевом ряду до раппорта, потом вяжем 2 раппорта по 6 петель и 5 петель после раппорта. Второй изнаночный ряд, в нем петли вяжем по рисунку. По рисунку это значит, мы лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные петли вяжем изнаночными. Ну, такие ряды я видео всегда пропускаю, вы вяжете их самостоятельно. Я вам только напоминаю, что петли вяжутся по рисунку. Третий лицевой ряд. Обратите внимание, закрашенные клеточки на схеме, это значит нет петли. Нет петли, ну вот нет ее. Мы не обращаем внимания на эти клеточки, мы их пропускаем. Вот сразу после кромочной у нас 2 закрашенные клеточки. Мы их пропускаем и далее вяжем треугольник, закрашенный обозначает 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями, и я разворачиваю петли, чтобы они одинаково лежали и удобно подхватывались и красиво смотрелись. Кто вяжет классикой, то вам удобнее вязать. Вообще ажуры, конечно, классикой вязать удобнее. Но то, кто вяжет бабушкиными петлями, главное смотреть, чтобы петли не были перекрученные. То есть, если вам нужно провязать 2 вместе в какую-то либо сторону, вам нужно смотреть, чтобы петельки одинаково лежали. Так, после того, как провязали 3 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид. И теперь провязываем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Снимаем, двойная протяжка, снимаем первую петлю, я разворачиваю петли, следующие 2 петли, провязываю их вместе лицевой и протягиваю через снятую петлю. Вот. Провязали 3 вместе лицевой с наклоном влево, двойной протяжкой. Далее на схеме у нас закрашенные клеточки, не обращаем на них внимания и повторяем. 3 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Снова пропускаем закрашенные клеточки и повторяем 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. И заканчиваем кромочной петлей. То есть вот эти пустые закрашенные клеточки нужны для удобства составления схемы. Мы здесь сократили количество петель. И теперь будем в 4-м изнаночном ряду их восстанавливать. 4-й изнаночный ряд, пропускаем закрашенную клеточку, вяжем 1 изнаночная. Из накида нужно вывязать 4 петли. 1 лицевая, накид с левой спицы не снимаем. 1 изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная. Вот, вывязали 4 петли из накида. Далее будет 2 изнаночных. И снова из накида вывязываем 4 петли. Лицевая
изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 изнаночных. Из накида вывязываем 4 петли. И у нас будет 1 изнаночная в конце ряда. Мы восстановили количество петель. Провязали половину раппорта в высоту. И теперь во второй половине мы будем вязать точно так же, только уже будем располагать дырки в шахматном порядке или треугольники в шахматном порядке. 5-й лицевой ряд, 1 лицевая, 4 изнаночных. Петли, которые мы вывязывали из накида, мы вяжем изнаночными. 4 изнаночных. Далее 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Можно оставить 1 петлю за работой, вот так поменять петли местами. Первая петля за работой, провязываем лицевой вторую петлю и провязываем лицевой первую петлю. Далее 4 изнаночных. И снова 2 петли перекрещиваем вправо. Можно сначала провязать лицевой вторую петлю, вот так, перед первой. Затем лицевой провязываем первую петлю и снимаем петли с левой спицы. Можно так перекрещивать. 4 изнаночных и 1 лицевая. В 6-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 7-й лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид и провязываем 3 вместе лицевой с наклоном влево двойной протяжкой. Пропускаем закрашенные клеточки и провязываем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и повторяем 3 вместе лицевой с наклоном влево, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид и кромочная петля. Снова уменьшили количество петель. И в 8-м изнаночном ряду мы будем их восстанавливать. Сразу после кромочной из накида вывязываем 2 петли. 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее будет у нас 2 изнаночных. И из следующего накида вывязываем 4 петли. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная. И повторяем 2 изнаночных, из накида вывязываем 4 петли, 2 изнаночных и из последнего накида вывязываем 2 петли, 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот и все, весь узор. Мы провязали 2 раппорта в ширину, 1 раппорт в высоту. Симпатичный узор, правда? И легко вяжется, и быстро прибавляется. Так что связать летнюю вещь вполне еще по силам даже начинающей вязальщице. Вяжите, радуйте себя, радуйте своих близких. И ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива.
удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.